Вам такси до Балтийской? Да, нам. Садитесь, пожалуйста. Вперед, сядете? Хорошо. Сзади, блин, еще задушит. У нас по безналу там. Аккуратно. Давай я проеду чуть вперед просто. Хорошо, а то лужа. Лужа. Чего по безналу там? Здравствуйте. Здрасте. До Балтийской по безналу. Да. Везете друга? Хорошо, ладно. Там оплачено, да? Ну Да, по безналу. оплачено. Все, давайте, хорошо. Ага. Пока. Окей. Стегнетесь? Здрасте. Здрасте. Пятница. Так сегодня же суббота. А, блин, точно, шестидневка выбивает из строя. Не только шестидневка, но и... Нет, так-то пятидневка просто вызвали на работу. А я как бы и чувствую, что от вас с работой как раз. Не, это вчерашний день. А, это еще вчерашний день только? Я даже сказал бы с позавчерашнего еще. С позавчерашнего. Да. Во здоровье у вас. Как у бука. А, да? Мгм. Меня все время удивляло. Я вот ко мне садятся люди, которые пьют там по несколько дней. Меня все время вот у меня вопрос. Пиво, выход Как? большой просто. Как вы умудряетесь бухать несколько дней подряд? Я вот больше скажу, мы еще в таком состоянии подводные лодки строим нашему флоту. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье. Себе яс! А были бы трезвые, потонули бы хуя. Так они и так тонут. В смысле, на дно-то не ложатся же. А, да? Да. Охренеть. Вот у нас вся промышленность в одном стакане. В одном... Не платят нихуя. Вот, А, да ладно. Ну, платят, конечно. Своевременно, за стабильность. Ну, немного, да, или что? В чем проблема-то? В чем? Побольше. Просто есть привилегированные сотрудники, а есть такие простые почему-то вдруг. Хотя тоже разряд. А как так? А так вот берут, раздвигают и лижут. Глубоко? Очень. Ну, судя по зарплатам, глубоко, да? 150 тысяч где-то так. На 150 тысяч в месяц нализывают? Да. Хорошо, я, может быть, херню спрошу, но... Ну, как бы я спрошу, а нельзя, как бы, ну, может быть, не так глубоко, как они, ну, рядышком, вокруг, Я пытался, вокруг, как бы... пытался, облизывал все. А, так. Больше 70 не нализывал ни разу, блядь, 75. А. Угу. Блядь, я боюсь, что я бы так не смог, у меня язык шершавый, боюсь, я раздеру, блядь, все. Понижение пойдет. Ну, как бы... Да. У Точно. нас есть один такой. А, да? Да. Слушай, Ну, Лёва, прям бригадиру к мастеру вот заехали, уйти. Расскажи, каково оно? Ну, каково оно с мужиками-то? Да, мужики, шибко это хорошо. Это ж все через меня, это все прошло, вы поймите. А у него зарплата все меньше. Я говорю, ты не сжимай, блядь, ты гладь, придурок. То есть у вас там еще вы помогаете друг другу, объясняете, как лучше, да? Как бы, Конечно, да, юхайля. Вот это прямо чувствуется, вот прям подход. Завод, да. Семья целая. Целая семья, да. Одна бригада, одна семья. Одна семья. Все друг друга ненавидят. И яички мастера, Все я друг понял. друга ненавидят. Любят только... Я понял. Это что-то Есть, невероятное. правда, один такой хитрый. Так, с ним что? Лет 25-30 работает уже. Так. Он так вообще у начальника на высасывает. Вы умерли. У него там под 180 выходит. Сучара. Да у вас, я смотрю... Бригадир с него хуй, Саид. а вы там творишь-то, блядь, вообще. Он говорит, что, беру и гальбу сосу. И только поэтому у меня выходит большая зарплата. Ну, это, конечно, все. Шутку сказано. Да? Ну, а... Ну, я понял. Все думают, в шутку ли вообще, блядь. Да я смотрю, у вас там не... Там по доходе налог 13%. А, Ты представляешь, с 200 грязными, Так. какой там 1040 подоходнего только, блядь. В расчетке написано, минус подоходный налог. 26 тысяч. Ну, где-то, да, 26, блядь. Да. 26 тысяч, я хуею. Ну. Люди, блядь, вон, в провинции получают 13, а тут подоходит только 26.
Нюхай, еду сосу. Охренеть. Бля, главное, а меня все почему-то все говорят, хули ты в такси забыл, иди на завод. Вот почему меня все на завод-то хотят. Такси сила, в такси сосать не надо. А в такси Нормально, сосать не блядь. надо. Ну, блядь, периодически лизать все-таки Бабло приходится. само приходит. Это вообще-то да. Так, Сейчас вырублюсь, нахуй. не надо вырубаться в машине, мы приехали. Короче, заканчиваем. Слушай, блядь, такой вопрос. Какой? У тебя не будет сотки на сигареты, а? Блядь, реально, просто ни копейки нету, блядь. По безналу оплатили, а сигарет, сука, вообще нету. Ну и как ты считаешь, это нормальная тема? Ну, то есть я тебя довез за 132 рубля. И ты хочешь, чтобы я сотку тебе отдал, Слушай, ну извини, чтобы... пожалуйста, ну... Не, ну за вопрос-то я извинить могу, просто ты сам-то как считаешь? Я могу так сделать, тебе чисто позволить? по-братски прошу вообще. Ну, по-братски-то я понимаю, но ты пойми, что мы тут, у нас не сиротский приют, а я же не спонсор, правильно, для всех. Ну, как бы это вообще жестко. Я могу, может, какую-то мелочь найти для тебя, и то не факт. Могу жвачку дать, хочешь? Не, жвачка у меня есть. Жвачка у тебя есть? Слушай, ну я блядь, тебе могу сказать, что как ты, бы, конечно, извини, просто реально. бля, я ну даже- я все понимаю, как бы. Ты только что рассказал такую жалостливую историю про вот эти все, да что ж такое, блин? Да-да. Про насасывание, вот эти все, Дело в том, что... вот эти все Да, блядь, да, я карту просто дома Лютая оставил, приехал жопа. без карты. Бабки-то есть просто на карте, а я хуй, что, все, деньги дома. это Сейчас всё- даже сигарет нету, а это мне еще ждать и ждать жену стоять. Это все понятно. Знаешь, что я тебе могу сказать по этому поводу? У меня в последнее время выработался иммунитет вот ко всем вот этим вот просьбам, прошениям и все остальное. Знаешь почему? Да потому что я сам еще пока не встал в такую, так скажем, шикарную позицию. Понимаешь, что я могу просто брать вот так вот и как бы не работать и сотки раздавать. Пока, к сожалению, я это не могу сделать. А еще, что меня больше всего бесит в таких ситуациях, знаешь что? Что мне приходится оправдываться перед людьми, которые у меня просят деньги. Ну, хам, не оправдываться. Ну, понятно, За сотку я тебя привез и сотку тебе должен дать. Вся юхнь. У меня как бы, вопрос. Я понимаю, что вы там, у вас там эротические игры на заводе, как бы, и может вам что-то не хватает, как бы, но я не готов не участвовать вот в этом, Ну ладно, я процессе, понял. бля. Так что, дружище, Ну, ты может, меня... мелочушки хотя бы. Блять. Вот, есть 20 рублей. Ну, в самый раз. Отлично. Отлично. То есть, смотри, какая история, да? Ну, мы, таксисты, все время ожидаем на чай от пассажиров, да? А сейчас тот, блядь, невероятно редкий случай. Это Невероятно редкий случай, когда таксист дает на чай пассажиру. Это бумеранг тебе вернется в 2 раза больше. Ах, вот это что! Я думал, я был, давай это бумеранг. Ладно, спасибо Давай, большое. все, пока. Это бумеранг, друзья мои. Это бумеранг. Напишите, бумеранг это или И напишите, кстати, у кого на заводе еще такие вот вещи происходят. Ну вот, я даже на себе показывать не хочу. Вот эти групповые вот эти вот состязания в зарплатном фонде. Блядь. Для меня это было откровение, честно говоря. Может быть, в натуре на завод сходить на месяц под мастерьем каким-нибудь. Может быть, что там будет интересное. Может быть... напишите, у кого на заводе такая хуйня происходит. Напишите. И, кстати, напишите, кто из таксистов, у кого просят деньги в тачке. Блядь, у меня вот второй раз такая канитель. Один там дурачок вызвал тачку, не он, непонятно. Я ему дал там, по-моему, сотку, но меня просто рассмешило. А сейчас второй раз. Ну, это просто какое-то непонятное, я могу сказать вам. Просто непонятное. То есть, насколько... Вы представьте себе, насколько вообще реально история вот с этими агрегаторами такси на дне лежит. Да уж, блядь, уже дно пробило, что пассажиры мало того, что едут за сотку, еще и, блядь, просят денег на сигареты. Что в регионах творится, друзья мои? Это ж Питер, да, я из Питера вещаю. Реально, в Питере такая хуйня, не в регионах творится. В регионах, что, типа, садится человек и говорит, короче, вези меня там до адреса. И, типа, я платить не буду, я просто ебу тебя. Не отниму машину, блин, на иляк вылезу, нормально, чувак такой, да, тебе изъехали. Так, да, я не знаю. Напишите, очень интересно.